Ребята, всем привет! На моем канале я уже затрагивала тему изъянов и недочетов в системе музыкального образования, но только на свой субъективный взгляд. Ссылочки на эти видео я оставлю вот здесь вот. И сегодня затрону эту тему еще раз. Как и везде, формирование профессионала в любой сфере, и в музыкальной в том числе, может происходить всегда по-разному. Спонтанно, в силу каких-либо природных или территориальных закономерностей, особенностей, в зависимости от масштабов дарования ученика, в зависимости от условий жизни, от выбора учебного заведения, педагога и так далее. Но, на мой взгляд, все же приходится констатировать ряд изъянов, причем многие из них очень прочно укоренились в массовой практике. Дополнения, которые я буду перечислять, они ни в коем случае не повлияют на структуру академического музыкального образования и тем более не разрушат ее, а лишь смогут, наверное, дополнить. Я также ни в коем случае не считаю, что классическое музыкальное образование должно быть как-то урезано или пересмотрено. Я считаю, что оно просто может быть немножко преобразовано. Классы фортепиано, классы струнных духовых инструментов, народных инструментов, хорового дирижирования являются наиболее представительными по количеству обучающихся в них, и именно поэтому, именно на этих специальностях и концентрируется весь тот учебно-воспитательный негатив, о котором пойдет речь. И вот, собственно, констатация тех явлений, с которыми сталкивались, наверное, 90% обучающихся в музыкальных учебных заведениях низшего звена и иногда среднего звена. Итак, первое. Ученики в своей практике имеют дело с весьма ограниченным числом музыкальных произведений и композиторов в частности, которых они осваивают. Это лимитирует технические, стилистические горизонты, а также затормаживает познавательные какие-либо интересы, технические также потребности аппарата и так далее. То есть, возможно, это можно исправить, возможно, это происходит из-за нехватки времени и, в принципе, урезания программы с каждым годом, но тем не менее. Второе. Урок в исполнительских классах, нередко трансформируясь, по сути, в тренаж узкоспециальных каких-то игровых качеств, иногда объединяется по своему интеллектуальному содержанию и музыкальному наполнению. Возможно, это также происходит из-за нехватки времени на подобные аналитические диалоги, что, в принципе, совершенно, наверное, целенаправленно практикуется новыми учебными государственными программами. И, конечно, надо учитывать, что дополнительную информацию могут давать педагоги других дисциплин, других дополнительных предметов, тем самым расширяя фонд знаний теоретического, музыкально-эстетического, какого-то обобщающего характера. Возможно, это отчасти и происходит, но это происходит как-то медленно, как-то разрозненно и уже малоэффективно из-за вот таких вот программных сокращений. Конечно же, бывает и так, что просто педагоги по дополнительным предметам слабые, соответственно, удельный вес познавательной стороны обучения, назовем это так, оказывается в конечном счете просто весьма каким-то невысоким. И творческой, креативной наполненности ученику будет не хватать. Естественно, это не может не отражаться на развитии музыканта как художника, в большом смысле этого слова, но повлиять на конкретный случай, наверное, возможно. Этому может способствовать как личность самого педагога специального инструмента, так и увеличение, наверное, программных часов. Всем известно, что система музыкального преподавания, особенно профессионального, носит авторитарный характер. И, знаете, в нашей сфере это совершенно нормально, как и в спорте, если никто не перегибает палку, а именно четко придерживается преподавательской схемы мастер-ученик. И лично я приветствую верное рассмотрение этого положения.
Но, с другой стороны, этот стиль донесения, он ориентирует ученика только на следование какому-либо заданному образцу, мало развивая в перспективе его самостоятельность, его активность, творческой инициативы, какого-то поиска в будущем. То есть ответы даются сразу, скорее просто вынужденная экономия время и не подлежат сомнению, какому-то художественному поиску ученика. Чаще всего этого не происходит. Это все возможно, наверное, организовать на постоянной основе, систематически работая над, прежде всего, аналитическим прослушиванием игры разных исполнителей вместе с педагогом. Без этого ученики также оказываются ограниченными в свободе своих познавательных и каких-то поисковых действий. Четвертое. Умения и навыки, формирующиеся в процессе обучения игре, оказываются зачастую узкоспециальными, и это не секрет, какими-то ограниченными по диапазону действий, чаще, конечно же, стилистически. Большинство выпускников в этих условиях демонстрируют свою неспособность к универсальности в современных реалиях. То есть, что я имею в виду? Например, это игра по слуху, это съем, подбор аккомпанемента, стилизация, игра музыки другого направления и так далее. Выпускники демонстрируют свою неспособность выйти из своей практической деятельности после окончания школы за пределы круга отработанных с педагогом музыкальных произведений. Это вообще чаще всего. Особенно это ярко заметно как раз у академических исполнителей. Таким образом, заложенные годами профессиональные умения трансформируются из когда-то положительных, то есть устоев, просто в закостенелые, что в наше время несет скорее отрицательный, негативный подтекст. Также становятся зацементированными стереотипы мышления музыканта, которые в некоторых случаях даже мешают или создают ему серьезные помехи. Например, в ситуациях, которые требуют принципиально новых подходов к решению возникающих на практике задач. Да? Например, работая в другой стилистике, в джазе, например. Возможно, в этом случае тоже можно предложить подкорректировать систему, допустим, факультативными программами. Пятое. Система перестала ставить своей задачей научить учиться самостоятельно своего воспитанника. То есть познавать и искать новое, полагаясь на свои ресурсы, на самого себя. Ну, конечно же, после приобретения достаточного багажа. Это положение может исправить, наверное, также увеличение программных часов, посвященных, допустим, такому методу мышления, как уметь учиться самостоятельно. Это что значит? Это значит ежедневно самообразовываться, это метод поиска и познания, образовываться без постоянной педагогической опеки, самостоятельно находить решения тех или иных технико-производственных, исполнительских, я имею в виду, проблем. Учиться ориентироваться в новых и непривычных каких-то профессиональных ситуациях, допустим, стилистических, интерпретационных, как-то адаптироваться в них. При нынешнем положении на рынке труда ни один выпускник музыкального училища, колледжа или вуза, он не застрахован от того, что жизнь столкнет его с ситуацией, которой его ранее в стенах учебного заведения не готовили, и которую трудно было бы ему как-то заранее предвидеть. И, знаете, это нормально. Отсюда и необходимость перестраиваться, переучиваться, пересматривать весь свой комплекс профессиональных знаний, умений, навыков, приобретенных в годы обучения самостоятельно. Ведь одних исполнительских качеств, полученных в годы учебы, в наше время уже точно крайне недостаточно. К
К чему я, собственно, веду? К тому, что за рубежом уже давно утвержден принцип непрерывного образования. Это образование через всю жизнь, так и называется, когда окончание учебного заведения становится началом просто нового образовательного пути, нового этапа личностно-профессионального роста, становления и развития. К музыкантам это относится вообще очень даже напрямую. То есть ни один педагог не научит тому, чему ученик может научиться самостоятельно. Это вдумчивая, каждодневная самопрокачка, а не только какой-то бездумный метод копирования, поглощения, да, при отключенном сознании. Ученику самому должно упасть то самое яблоко на голову, а не педагогу. Он должен сам во сне увидеть ту самую таблицу. Ученик должен быть полностью ориентирован, получается, на закладку своих глубинных, фундаментальных знаний, то есть как во время учебы, так и после обучения, после получения диплома. Воспитывать в себе интерес к музыкальному искусству, что касается музыкантов, свой художественно-эстетический музыкальный вкус в зависимости от выбранного направления, в котором он хочет двигаться. Расширять свой кругозор посредством посещения концертов этого направления, чтения литературы на музыкальную тематику, развиваться в других каких-то стилистических направлениях и так далее. В любом случае, несколько лет обучения в наше время будет недостаточно, ведь масштабы осваиваемого учебного материала в учебном заведении все равно ограничены. Да и сколько забылось по дороге. Подводя итоги, я прихожу к выводу, что формирование исполнительских навыков должно быть не единственной самоцелью, подменяющей собой все остальное, а одной из целей, возможно, даже не самой важной, нежели музыкальное всестороннее и универсальное развитие. Короче говоря, более существенны здесь интеллектуальные способности в вашей сфере, да? Как их можно применить, какие-то художественно-эстетические метаморфозы сознания, которые вы можете провернуть, какие-то внутренние психологические сдвиги, на которые вы можете повлиять, изменения в области фантазии, в области воображения, а также в сфере какого-то творческого креативного мышления. А это уже напрямую зависит от того, по какой программе проходит само обучение, на каких стратегических принципах оно базируется. Но вы также можете самостоятельно это все корректировать, как я уже говорила. Но академическая система, она не должна исчезнуть, если только соответствующие структуры просто не разрушат ее. А примеров таких, я думаю, вы наслышаны. Та самая неповоротливость системы, это как раз и есть сопротивление постоянному насаждению каких-то быстротечных идей и ценностей. Но перечисленные мной поправки системы, то есть какие-то коррекции, преобразования, они смогут ее дополнить, но не разрушат. Вот так вот. На сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то интересные мысли по этому поводу, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!